Добрый день, дорогие подписчики, люди, которые смотрят мой канал. Сейчас я вам расскажу продолжение истории, как приворожить олигарха. И как мы его, в принципе, привораживали. Изначально мы с этой девушкой, которой я работал, договорились, так как сумма достаточно большая, там очень много работ, достаточно сильных. Сумма была разделена на 3 части. Первая часть, пока идет работа должна была делаться 2 недели, она должна была все деньги внести в течение 2 недель. Вот. Прошла неделя с того момента, когда мы начали производить работу. Но, естественно, в течение недели никаких результатов не было. Изначально мы договаривались, что результат будет на 5-й, а может даже на 6-й неделе, на 7-й. То есть, плюс-минус там от 5 до 12 недель был договор, что у нее получится результат. И мы просто-напросто, я продолжал свою работу, делал, как мы договаривались. В какой-то момент, естественно, она просто вдруг перестала платить, сказала, что я не могу вносить деньги, у меня финансовые проблемы, но потерпите. Я далеко не глупый человек, я понял, что человек просто хитрит, и просто приостановил работу и не перестал ее дальше делать. Вот. В то же время она, вместо того, чтобы... То есть был договор, что человек себя сам не проявляет, сам не лезет и не делает глупых движений. То есть всем понятно, что звонить после секса самой первой постоянно, надоедать мужчине, без разницы, мужчине или женщине, это неправильно. И для работы это... То есть мужчина или женщина должна сама себя проявлять, грубо говоря, а не человек, который привораживает, должен висеть на мужчине или на женщине. Поэтому она все это время, пока работала со мной, она, не услышав меня, звонила, пыталась достучаться, пыталась найти встречи с этим достаточно очень богатым и известным человеком. Естественно, через какой-то промежуток времени наш олигарх перестал просто даже поднимать трубки и отвечать ей на сообщения. Она начала скандалить, как так. Я ей честно сказал, что я вижу, что ты меня обманываешь, что у тебя деньги есть. Просто ты решила меня обмануть. Сумма достаточно была большая, потому что работа тяжелая, очень сильная, она попросила работу. И я бы сказал, я не буду дальше работать, пока ты не оплатишь мне за мою работу. Вот. Тем самым она бросила трубку, она решила, что я самая умная и хитрая, что половина работы сделан, отлично, сама справлюсь. Вот. Параллельно она искала его в соцсетях, куда он, на какие мероприятия проводят его друзья, знакомые, и она пыталась везде попасть. И у нее получилось, друзья нашего олигарха проводили, грубо говоря, еще одну вечеринку так называемую, или встречу. Вот. И она попала на это мероприятие. Вот. Но, как оказалось в итоге, естественно, она достаточно красивая девушка, часть работы была сделана. Когда работа начинается делаться, никаких особых проявлений человек не чувствует. У него может быть галлюцинации небольшие, что он может видеть человека, который приворожил. Может быть непонятные состояния, но они не приводят к какому-то реальному эффекту, если ты заканчиваешь на этом работу. Вот. Естественно, она, скажем так, на этом мероприятии сама сделала так, что опять столкнулась с этим же мужчиной. Естественно, он отреагировал, и у них опять получились долгие
отношения, которые длились всего 5 дней. Он ее пригласил к себе на яхту. Они провели эти 5 дней на яхте. Вот. Ну и потом он также с ней распрощался, не поднимал трубку, не звонил, пропал. Я, естественно, понимая, что меня человек обманывает, ну, как бы, что просто хочет сэкономить на мне, человек просто не понимает, что я достаточно опытный колдун и все вижу, чувствую. Я сразу, когда она сказала, что у нее финансовые проблемы, сказал, что, ну, как бы, я понимаю, что ты мне просто хочешь не заплатить. Сумма была достаточно большая, ну, потому что это олигарх. Кроме того, что на нем была еще защита, нужно было снимать защиту. Вот. Поныкавшись, позвонив раз 5-10 мне, поняв, что дальше я работу делать не буду, она все-таки оплатила работу, и мы дальше начали работать. Хотя желания особого продолжать работу не было, но если я взялся, и человек все-таки оплатил, но я не мог на середине бросить работу. Вот. Мораль такова: не будьте, если вы уже пришли, чтобы вам помогли, если с вами о чем-то договорились, ну, как бы, выполняйте, если вы верите в того человека, с которым вы работаете. Выполняйте то, что вы обещаете. По факту, спустя неделю размышлений, неделю-двух размышлений, она все-таки перевела мне вторую часть денег, и я приступил к работе. Вот. Так что вот так вот. На этом заканчивается история номер 2. Я покажу дальше, как я делаю свою работу. Вы увидите видео. До свидания, всего хорошего.